Всем привет, я Наталья, и вы на моем канале о вязании. В этом видео предлагаю вам связать вот такую небольшую сумочку-мешок. Небольшая, очень симпатичная, на мой взгляд, многофункциональная. Несмотря на ее размеры, очень много всего в нее можно уместить, всяких женских штучек. Ширина сумки 32 сантиметра, ее высота без учета ручек 28 сантиметров и с ручками 44 сантиметра. Вес сумочки 300 грамм. И что нам понадобится для вязания такой сумки? У меня джутовая нить толщиной 2 миллиметра. И необходимо для вязания такой сумки 300 грамм такой джутовой ниточки. Вязать мы будем крючком номер 5. Еще нам понадобятся ножницы, маркер обозначать начало ряда, игла с широким ушком, чтобы заправлять хвостики. Хвостиков у нас будет очень много. И сантиметровая лента. Измерять размеры сумочки. Вяжется несложно, но есть нюансы. Сумка состоит из нескольких деталей, которые потом сшиваются между собой. То есть мы будем вывязывать отдельные детали. У нас 7 деталей идут на основную часть сумки, и 2 детали у нас идут на ручки. Еще отдельно вяжется шнур. По поводу нюансов. Желательно, чтобы плотность вязания каждой отдельной детали, совпадала. Я, например, вяжу такую сумку в несколько этапов. Сначала вывязываю все детали, то есть 7 деталей и 2 детали ручки. Не заправляя хвостиков, не делая никаких лишних других движений, просто вяжу. Хвостики оставляю и уже дальше провязываю сначала все детали, и уже дальше отдельным этапом я заправляю все хвостики. Следующий этап – это сшивание между собой каждой детали сумки и придание уже основной формы для этой сумки. Также сначала все сшиваю и уже отдельно потом заправляю все хвостики. И отдельно вывязывается уже ремешок. Почему такой нюанс? Потому что в разное время, сегодня, завтра, через месяц, если вы растянете вязание этой сумочки, у вас будет размер ваших деталей будет неравномерный, и потом при соединении просто будут нюансы. Одна деталька подлиннее, другая покороче, третья поуже, четвертая пошире. Поэтому сначала вывязываем все детали. После этого прячем хвостики и делаем соединение. Рассказала вам основные моменты и начнем, пожалуй, вязать. Набираем цепочку из 72 воздушных петель. Установочная петля. Первая петля, вторая, третья, четвертая. Продолжаем набирать цепочку из 72 воздушных петель. Набрали 72 воздушные петли. И в третью петлю от крючка, первая, вторая, третья, провязываем столбик с одним накидом. Накид на крючок, крючок в петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, подхватываем рабочую нить, провязываем 2 петли на крючке, подхватываем рабочую нить, провязываем оставшиеся 2 петли на крючке. Провязали столбик с одним накидом. Вешаем маркер на петлю. В следующую петлю нам нужно провязать 2 столбика с одним накидом. Первый. И в эту же петлю провязываем второй столбик. Дальше по цепочке мы вяжем
по одному столбику с одним накидом в каждую воздушную петлю. Всего нужно провязать 66 столбиков с одним накидом. Вяжем 66 столбиков с одним накидом. Провязали 66 столбиков с одним накидом и в следующую воздушную петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый и в эту же петлю второй. В следующую петлю, она у нас последняя в цепочке, провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй столбик, и сюда же третий столбик с одним накидом. Развернулись на другую сторону цепочки из воздушных петель и начинаем вязать по другой стороне цепочки. В самую первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. И хвостик сразу ввязываем в вязание. Первый столбик и сюда же провязываем второй столбик. Дальше по цепочке в каждую петлю провязываем по одному столбику с одним накидом. Всего нужно провязать 66 столбиков с одним накидом. Вяжем 66 столбиков с одним накидом. Провязали 66 столбиков с одним накидом и в следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и в ту же петлю второй. У нас осталась одна петля, та петля, из которой у нас выходят воздушные петли подъема и один столбик, самый первый, который мы провязывали. В него мы провязываем, в эту петлю мы провязываем один столбик с одним накидом. И осталось соединить ряд. Соединять ряд будем в петлю под маркером. Берем ножницы, обрезаем ниточку и вытягиваем ее через петли. Сейчас нам понадобится игла с широким ушком. Заводим нить в иглу, снимаем маркер, и в петлю, которая была под маркером, под косичку заводим иглу с лицевой стороны на изнаночную.
и подтягиваем ниточку. Возвращаем нить в петлю, из которой выходит у нас рабочая нитка, в последнюю провязанную петельку в центр и сразу на изнаночную сторону. Завели, подтягиваем ниточки, аккуратно соединили начало и конец ряда, и сейчас хвостик нити нужно спрятать. Прячем хвостик нити под петли с изнаночной стороны на ту длину, которую вы считаете необходимо, чтобы вязание было достаточно крепким. Прячем и обрезаем хвостик. Мы связали первую деталь для сумки. Всего вот таких деталей должно быть 7 штук. Одна связана, вяжем еще 6. Набираем цепочку из 111 воздушных петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая. И продолжаем набирать 111 воздушных петель. Набрали 101 воздушную петлю, и нам нужно соединить набранную цепочку в круг. Расправляем цепочку из воздушных петель, проверяем, чтобы она не перекрутилась у нас. Все поправляем, прикладываем вот таким образом. Подхватываем рабочую нить, заводим крючок в самую первую петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли в начале и в конце цепочки из воздушных петель. Дальше в то же основание заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить, провязываем 2 петли на крючке и довязываем воздушную петлю. Сделали только что подъемный столбик. Дальше будем вязать столбиками с одним накидом. Накид на крючок и в следующую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Провязали и вешаем маркер на получившуюся петельку. Дальше накид и в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. И дальше по всей цепочке вяжем столбики с одним накидом в каждую петлю цепочки из воздушных петель. Вяжем по всей окружности до последней петельки. Довязываем. Эта деталь у нас состоит всего из одного ряда. Провязываем ее столбиками с одним накидом и завершаем вязание. В петлю под маркером сделаем соединение начала и конца ряда. Снимаем маркер, обрезаем ниточку, вытягиваем ее через петли, заводим крючок в петлю, которая была у нас под маркером. Подхватываем нить рабочую, вытягиваем на изнаночную сторону. Вытянули. Нам нужно ее вернуть сейчас в ту петлю, откуда она выходит. Вот у нас крайняя провязанная петелька. Вот в центр ее мы эту петельку, ниточку должны вернуть. Можно сделать это с помощью крючка, можно сделать это с помощью иголки. Соединили ряд,
И осталось на этой детали только спрятать хвостики. Прячем хвостики с помощью иголки, прячем их в полотно с изнаночной стороны. И деталь у нас готова. Нам нужно связать всего таких 2 детали. Одну мы вместе связали, вяжем еще одну. Итак, мы с вами связали 7 основных деталей для основной части сумочки, 2 детали для ручек. После того, как мы связали все детали, их необходимо отпарить. Кладем на ровную поверхность, накрываем сверху махровым полотенцем. На режиме пар утюгом отпариваем с одной стороны, переворачиваем и отпариваем с другой стороны каждую заготовочку. После того, как все отпарим, начнем соединять и собирать сумку. Берем 2 первые детали, которые будем соединять, и смотрим на них внимательно. У нас с каждой стороны, каждой детали, вот в начале и в конце, есть 3 центральные петли. Сюда мы делали прибавку из 3 столбиков. 1, 2, 3 петли. И здесь также по центру идут 1, 2, 3 петельки. Эти петли мы соединять между собой не будем. Оставляем их свободными. Начинаем соединение с 4 петелек. 1, 2, 3, 4 петля. Вот она. И другую деталь смотрим. У нас тоже 1, 2, 3 центральные петли. Вот 4 петля. Соединять начнем вот с этих петелек. Вот таким образом. Берем ниточку, ту же самую, которой мы вязали всю сумку, все детали, и соединяем между собой. Заводим крючок в центр 4 косички сверху вниз на одной детали. Дальше в центр 4 косички другой детали. Берем ниточку, вот так ее складываем и протягиваем через 2 петли на крючке. Протянули. Хвостик впоследствии нужно будет спрятать в полотно. Рабочая нить идет по центру между 2 деталями. Дальше находим следующую петлю в ряду на одной детали. Вот следующая петля. В центр заводим крючок. Находим следующую петлю на другой детали. Вот она. И также в центр. Сверху вниз заводим крючок. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Находим следующую петлю в ряду. В центр сверху вниз заводим крючок. На другой детали также находим следующую петлю и в центр сверху вниз заводим крючок. Подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке. Первую петельку подтягиваем и дальше соединяем. Находим следующую петлю в центр, сверху вниз заводим крючок. На другой стороне, на другой детали следующая петля в центр, заводим крючок. Сверху вниз подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке. И у нас в качестве соединения будет проходить вот такая вот косичка между 2 деталек. Давайте еще раз повторим. Находим следующую косичку на одной детали и в центр косички сверху вниз заводим крючок. Находим следующую косичку на другой детали и в центр сверху вниз заводим крючок. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. И таким образом мы продолжаем соединять 2 детали, провязывая все петли, соединяя между собой. Будьте внимательны, потому что петельки могут потеряться. Да? Смотрите внимательно, чтобы провязывать именно каждую. У нас петли идут друг напротив друга.
и мы соединяем их между собой. И доходим до противоположной стороны, до четвертых петель. Здесь также 1, 2, 3 петли свободные. 1, 2, 3 петли свободные. И последними у нас будет соединение в четвертые петли от центра. Соединяем между собой по всей длине этих деталей. Давайте еще раз покажу соединение. Находим следующую косичку на одной части сумки. В центр косички заводим крючок сверху вниз. И находим петлю на другой части косички. В центр сверху вниз заводим крючок. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Соединяем дальше по всей длине деталей. Соединили последние петли. И сейчас хвостик нити можно обрезать. Обрезаем, вытягиваем нить. И хвостик необходимо будет спрятать в полотно на изнаночную сторону. Вот что у нас получается. Вот такая деталь, уже из двух деталей состоящая. Вот такое вот соединение. Берем следующую деталь. И точно так же, как мы соединяли только что с вами эти две первые, присоединяем к ним еще одну. Берем нитку, крючок, находим 1, 2, 3 петли, это у нас центральные свободные, четвертую петлю, и здесь тоже 1, 2, 3 центральные петли свободные, и нам нужна четвертая петля. Здесь четвертая и здесь четвертая петля. И вот так вот снова начинаем соединять все петельки между собой. Точно такое же соединение. В центр косички, снизу вверх, сверху вниз. Заводим крючок. На другой детали сверху вниз, центр косички, заводим крючок. Берем рабочую ниточку, одеваем на крючок и протягиваем через 2 петли. Протянули. Рабочая нить идет по центру 2 деталей. Находим следующую петлю. В центр петельки заводим крючок сверху вниз. На другой детали также в центр петли заводим крючок сверху вниз. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. И продолжаем дальше присоединять еще одну деталь к той, которую мы только что сделали. Дальше присоединяем следующую и присоединяем следующую. И по порядку вместе их все соединяем. Для формирования центральной части сумки нам нужно соединить между собой 5 деталей. Сначала соединяем 5 деталей. Дальше по бокам присоединим ручки. И уже потом сбоку от ручек присоединим еще по одной детали. С одной стороны и с другой стороны. Соединяем центральную часть. 5 деталей нужно всего
сначала соединить. Итак, присоединили 5 деталей между собой. Вот что у нас получается. Вот такое вот полотно. Нужно соединить еще ручки с основным полотном. Берем ручку, прикладываем к основному полотну сумки косичкой к косичке. Наборный ряд идет у нас по внешней стороне. И соединяем точно так же, как только что соединяли между собой 5 одинаковых деталей. 1, 2, 3 петли отступаем и начиная с 4 петли соединяем основную часть сумки с ручкой. На ручке берете любые петли. Можно с любых петель начать, потому что она у нас связана по кругу. Просто соединяем по всему ряду. Заводим крючок в центр косички на ручке. Дальше в центр косички на основной детали. Берем ниточку и протягиваем через 2 петли. Дальше находим на ручке следующую косичку, в центр ее заводим крючок. Дальше находим следующую косичку на основной полотне, в центр заводим крючок. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. И снова повторяем. Точно такое же соединение, как мы соединяли 5 деталей сумочки. Соединяем по всей длине вот таким вот образом. И вторую ручку точно так же мы присоединяем к основному полотну. Косичка к основной части и наборный ряд наружу. Итак, соединили вместе. У нас центральная часть из 5 деталей соединенных. Ручки с 2 сторон присоединены к сумке. И остались 2 вот такие вот детали. Их мы присоединяем уже к ручкам. Вот таким образом. С одной стороны одна деталь, с одной стороны от ручки. И с другой стороны другая деталь. Здесь также 3 центральные петли. Они у нас свободные. Мы их не провязываем, оставляем. Начиная с 4 и на ручке находим. Вот у нас последняя петля, точнее здесь она первая петля, которую мы присоединяли. И напротив располагается петля, которую мы будем соединять уже с деталью. Вот таким вот образом. Соединение точно такое же, как мы связывали между собой все детали сумки. Присоединяем одну деталь с одной стороны ручки и другую деталь с другой стороны ручки. Присоединили к ручкам сумки еще по одной детали с одной стороны и с другой стороны. И соединяем их точно таким же швом, как были соединены у нас все детали сумочки. Находим на одной стороне, 1, 2, 3 у нас свободные петли, находим 4 и на другой детали 1, 2, 3 свободные петли, находим 4 и соединяем точно так же. Берем ниточку, протягиваем ее через 2 петельки, на одной детали находим следующую петлю, заводим крючок сверху вниз, на другой детали находим петлю, заводим в центр петли крючок сверху вниз и начинаем соединять. Точно такой же шов, какой мы делали, соединяя остальные все детали. Доделываем. Сначала соединяем одну боковину сумочки,
Затем соединяем боковину с другой стороны. После этого, если вы не спрятали еще хвостики, как я, прячем все хвостики и еще раз отпариваем сумку, полностью уже готовую. Кладем на ровную поверхность, накрываем банным полотенцем и утюгом на режиме пар проглаживаем как следует сумку с одной стороны, затем проглаживаем сумку с другой стороны. И наша сумочка почти готова. Соединили боковины, спрятали хвостики и отпарили сумку. Вот так она у нас сейчас выглядит. Центральная часть, состоящая из 5 одинаковых деталей. Дальше сшиваем ручки по обе стороны сумки и еще по одной детали с каждой стороны, которые потом соединяются уже по бокам. Шов один и тот же, несложный. Я надеюсь, что у всех все получилось. И у нас остался последний штрих для придания формы этой сумки. Мы будем использовать шнур. Я для своей сумки выбрала шнур узором косичка. Несложный, вяжется очень быстро и достаточно тонкий, то, что нам нужно. Как связать такой шнур, можно посмотреть на моем канале. Ну что, начнем. Осталось совсем чуть-чуть. Нужно протянуть шнур по всей ширине сумки. Не сказала, шнур у меня длиной 90 сантиметров я вязала. И сейчас мы его проденем в отверстие между столбиками. Вот у нас идут столбики. Выбирайте высоту, которая вам больше нравится, на какую будете присоединять шнур. Можно повыше, можно немножко пониже, как больше нравится. У меня это 3 петли, дальше 1, 2, 3, 4. 4 столбика опускаю вниз. И вот в это отверстие буду продевать шнур. Завожу крючок с изнаночной стороны, подхватываю шнур и вытягиваю его просто вот таким образом. Начинаю от ручки 1, 2, со второй детали. Вот эту центральную часть, центральную деталь я ее не буду трогать. Вот здесь вот будет узелок, и здесь будет шнур уже соединяться. То есть вот эта центральная деталь, она остается свободная. А дальше протягиваем шнур. Можно почаще выводить его на поверхность и обратно, можно пореже. Смотрите, как вам больше нравится. Просто заводим шнур и выводим его. Поправляем, разворачиваем, чтобы он ложился так, как нам нужно. И вот такими вот движениями его с изнаночной стороны на лицевую заправляем в уже готовую сумку. Продолжаем это делать самостоятельно по всей окружности сумочки. Заправляем его и будем придавать форму самой сумки. Присоединили шнур. Центральная часть осталась свободной. По обе стороны он у нас выходит. И просто стягиваем сумку. Придаем ей нужную нам форму. Подтягиваем со всех сторон по чуть-чуть. И завязываем.
Сумочка у нас готова. Спасибо, что вязали вместе со мной. Желаю вам красивых изделий. Желаю вам носить их с удовольствием. И до встречи в новых видео.